Подходит сюда, вот у нас укрытие, он подходит сюда, стреляет в желтый гонг, вон желтый, справа, вот доска и гонг желтый, видишь? Желтый. То есть он отсюда раз выстрелил, перешел сюда и, соответственно, отсюда бам-бам стреляет. А второе упражнение, они в двойках будут идти где-то, получается, вот до вот этого изгиба, вот до сюда. Вот где вот изгиб идет, вот это, вот сюда. Вот они будут проходить в составе двойки, вот это место, пример. А стрелять будет потом вот этому, который был когда-то белый, но сейчас его стреляли, он черный стал. Все, работаем! I'm Patrick Lancaster. Right now we are near the Russia-Ukraine front line, and these soldiers behind me are engaging a position ahead of us. That's a training position. They're training on how to engage Ukrainian positions on the front line. These soldiers are former Ukrainian soldiers that have defected and now are fighting against the current Ukrainian regime. And we're going to continue on to show you exactly what the situation is. We're going to talk to the commander, talk to the soldiers about why they're here, why they decided to fight against the Ukrainian government on the side of Russia. So let's take a closer look. And here we're seeing how they move forward against different obstacles that could show up on the front line, I guess. It's how they train for combat, directly firing back and forth with the enemy Ukrainian army. All right, so that was a little bit of the training, and now we're going to talk to the actual soldiers themselves. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представиться себя? Меня зовут Полигон. Полигон. Да, я. Был украинский солдат? Да, я был украинским военнослужащим. И почему вы здесь? Что произошло? Потому что я понял, что украинское правительство и украинские военачальники не ведут ни к чему хорошему, что у нас идет война против братского народа и с помощью накачивания Украины всякими разными европейскими пропагандой. Я стал военнослужащим на эту сторону, потому что я хочу защищать украинский народ от того, что происходит сейчас в Украине. От насильственной мобилизации, от коррупции власти и всего остального. И как именно вы попал здесь? Добровольно.
Ага. И вы не плен сейчас, да? Нет, Нет, свободный человек, да? да. Мгм. И что будет дальше, Зави? Ну, будем до конца, пока не подпишут либо мирное соглашение, либо пока полностью не освободим территорию Украины. Вы слышали, вчера США, United States... поставки вооружений Украине. Это уже хорошие новости. Уже хорошие новости. Думаю, что скоро все закончится. Мгм. И вы думал, вы могу обратно на территорию Украины? Нет, не собираюсь. Ага, понял. So, вы хочешь получить русский паспорт? Да. Ага. И если можно, именно какой город вы откуда? Чернигов. Чернигов. Это западный Украина? Не, это ближе к Беларуси. А, там, Чернобыль. Да, рядом, Чернобыль. Ага, понял. И что вы думал за этот батальон Максим Кривоносец? Максим Кривонос — это хороший батальон, который принимает бывших военнослужащих Украинской Федерации, которые хотят нормально, чтобы закончилась война и чтобы не было насильства на Украине. Чтобы украинский народ жил спокойно. Ага. И как долго вы был с ними? Почти 4 года. С Максим Кривоносец как долго? 2 месяца. 2 месяца. Да. Ага. И до этого был украинский Да, войска, до этого да? был украинский военнослужащий. Ага. И что вы был видеть, когда вы был украинский солдат? Может, иностранцы наемник или... Есть такое, да. Ага. Что самое плохое вы видите там и самое хорошее? Это и это. Ну, с той стороны самое плохое то, что стреляют по мирному населению и издеваются над мирным населением. А хорошего я ничего про ту сторону не могу сказать. So now we're going to get a word from someone that's appeared in our reports before. He's been with Maxim Kривоносец for quite a while. Вова, как дела? Отличные дела. Второй год в батальоне, не жалею об этом. Да? И что новости? Может, несколько месяцев не видится? Что нового в нашем батальоне за это время произошло, когда вы брали у меня последнее интервью? Правильно? Да. All right, let's take a little side tour here. We're a little closer to the front line, and behind me you see a virtual military equipment graveyard. And I thought it'd be interesting to talk to you here about investments for that matter, ways to protect you and your family in the long run. I always think about investments myself, obviously have the opportunity to have that much, but the little I do, I want to share with you. I've been approached by many sponsors for videos and things like that, which the vast majority I've either ignored or just turned down because I don't want to stoop to advertising something like a video game or a VPN or something that just won't benefit my viewers at all. So I've talked to you in the past about gold and other things like this, and I was approached this time by a company that is pretty interesting. Would never sit here and shill some crypto coin or something like that to you, but something that I've actually looked into in the past is crypto mining. I had a few miners in the past, and seeing the growth of the crypto atmosphere and crypto overall for that matter. This really stuck out to me. This company, Hyperbit Technology, is not only mining and generating cryptocurrencies, investing in cryptocurrencies, holding cryptocurrencies, they are also helping to develop the next generation of mining rigs for mining cryptocurrencies, reportedly. And you've seen companies, well, maybe you haven't, but there is companies like MicroStrategy and Tesla that actually hold Bitcoin as part of a long-term Bitcoin treasury strategy to hold wealth. And more companies are doing this as part of their financial strategy. Not only companies, but people overall. Now, this company, Hyperbit Technologies, is one of those companies that uses this strategy
cryptocurrency, not only just holding Bitcoin, but Litecoin, Doge, and other coins. And what I really like is they're heavily involved in mining. If you don't know about it, it's something that they do these mathematical equations, and these miners, which are basically computers, get paid in Bitcoin or another type of cryptocurrency. And it's basically like making cryptocurrency out of thin air. They're getting paid to do these mathematical equations, the machines are. And that's where miners get their income. And then as the coin goes up, their rewards go up. So it's worth a look. I think you should do a little research on your own and see what you think about it, if it's something that could help your family overall with investing. And it feels like it could almost be like a perfect storm of the mix between conventional investing in the stock market backed up by the new age cryptocurrency. But I'm not a professional on this. Do your own research. Again, I wanted to bring you this, see what you thought about it. You know, I'm gonna continue when certain things come up that might benefit you, I'll bring it to you. And this company is publicly traded at HYPE in Canada and HYPAF in the United States. Big thanks to Hyperbit Technologies for sponsoring this video. It really helps me continue my work. Что новости? Несколько месяцев не видится? Что нового в нашем батальоне за это время произошло, когда вы брали у меня последнее интервью? Правильно? Да. Скажем, батальон растет, прибавляется новыми людьми, прибавляется новым вооружением, выполняет более сложные задачи. Как бы батальон развивается очень успешно. И что вы думал за недавно США тормоза помочь Украине с оружием? Смотря как отвечать, если отвечать как человек, который против этого оружия борется, конечно, я это приветствую. Если это оценивать как отстраненный человек, наблюдающий за геополитикой, то это такой очень, вернее, очередное очень яркое проявление затяжного кризиса в США. Как бы, это знак того, что США постепенно, но уверенно теряют свою гегемонию. И тоже, кто не верит на спасение репортаж вместе, можем сказать еще за твою историю, как вы попал здесь? Еще раз? Начнем с момента моего пребывания еще в ВСУ или... Да, как вы был в ВСУ и как это все произошло и почему? Хорошо. В ВСУ я был мобилизован в августе 22 года санитаром. Как бы изначально стремился быть медиком, потому что как бы для себя на войну я шел не убивать, я шел спасать. Бригада была новая, долго она обучалась, формировалась, около 6 месяцев. Потом ее применили на запорожском направлении, вот это так знаменитом контрнаступе, который был апогеем некомпетентности украинского руководства. И очень много людей и техники абсолютно бессмысленно там украинское командование потеряло, в том числе той техники, которую давали США и Европа. Потом нас перебросили на Авдеевское направление, и там же в первом же выходе группа, с которой я вышел, была перебита, я был ранен и уже как бы лежал в такой маленькой лёжке, думал, что умираю. На мне лежал убитый товарищ, шедший, и в этот момент меня нашли российские солдаты. Как бы просто подошли, спросили, что с тобой, без агрессии, оказали помощь, вывели в тыл. После чего те люди, которые увидели, что в современной Украине происходит что-то не так еще в 2014 году, приезжали, проводили как бы разговоры просветительские. И предложили, вернее, спросили, хотим ли мы помочь восстановить ту Украину, которая была раньше, как бы мирная, свободная и процветающая. Конечно, я согласился. Вот уже почти 2 года я в батальоне. И что вы думал
американец или европейский мирный люди не понимают за эту войну? Не совсем понял. Что вы думал, американец мирный или европейский мирный люди не понимают на эту войну? Потому что они только видят, они СМИ, которые Россия агрессор, и Россия виновата все. Что... Нужно европейцам или американцам объяснить про эту войну, что они в этой войне не понимают. Им нужно думать о своих интересах, о интересах своих народов, а не интересах... это европейцам. Нужно думать о своих интересах, прежде всего, а не интересах олигархических корпораций демократических, не партий США. Также американцам думать... Америка была великой, когда она была такой либертарианской свободной страной, думала о прибыли, о себе в первую очередь. А сейчас она решила заняться всем миром, и вот здесь ее проблема, она сыпется, не вывозит этого всего. То есть обычным американцам опять надо вернуться к истокам основателя Америки и думать о себе лично, о своей прибыли. Все, спасибо большое. Не за что. Можно представиться себя? Добрый день, мой позывной «Змей». Являюсь бойцом батальона имени Максима Кременова. И вы как старший здесь, да? Ну, я являюсь, в батальоне и есть, получается, командир разведгруппы. Ага. И можете сказать, что будет сегодня? Ну, сегодня у нас практическое занятие. Будем перемещение в двойке отрабатывать по мишеням. То есть иду крою, различные упражнения. Кисять заявил... Question? А вот было сказано сегодня вот за кадром еще, что будет 2 упражнения. Могли бы вы суть упражнений вкратце описать? Ну, это работа в двойке, получается. Один человек впереди идущий идет, подавляет огнем противника. Второй на подстраховке, когда у него там заканчивается АБК, тот уходит, и второй номер начинает работать по противнику. Это первое упражнение. А второе упражнение, то есть иду крою, такие тоже немаловажные упражнения, когда там, например, нужно зайти где-то досмотреть, то есть даже в плане штурмануть, то есть ты должен уверен быть в своем партнере, который тебя прикроет и отрабатывать свое мастерство. Вот мы ради чего здесь и сюда ходим и занимаемся. Вы откуда? Вы откуда? С Украины. Да? Вы украинский солдат был, да? Бывший. И как вы попал здесь? Это было 2 года назад, в 23 году. Был на позиции, пошел в штурм, и сдался в плен. Это так вкратце. И почему вы выбирали воевать с Максимом Кривоносом Батальоном? Потому что я против того правительства, которое сейчас засело у нас в Украине, которое просто не щадит украинский народ, не щадит украинских мужчин, отправляет просто на смерть. Из-за чего? Russia is not forcing you to fight? Россия не заставляет вас воевать? Ваш выбор доброволен? Да, я являюсь добровольцем, то есть я не являюсь солдатом российской армии. То есть это у нас добровольческое подразделение, и мы совместно с российскими подразделениями освобождаем нашу страну, нашу территорию от домогательства Запада, так сказать. И все ваши коллеги как это? Свободные люди, да? Еще раз. А все ваши сослуживцы также являются добровольцами и свободными людьми? Да. Да. Можно представиться себя? Позывной «Витамин». Витамин, да? Витамин. Ага. Почему это? Потому что с медициной связано. Я сам медик боевой. Медик. Ага, понял. И вы откуда? Родился на Украине. Ага. И вы был военнослужащий Украины? Да. И как долго вы с Максимом Кривоносец? 5 месяцев. 5 месяцев, да? И почему вы здесь? Потому что на той стороне творится дурдом. Ага. И как попал здесь? Добровольно сдался в плен. Ага. И вы плен сейчас?
являетесь ли вы сейчас военнопленным? Я нет. Я добровольно сдался. Точно. Да, Вы свободный человек. да. I asked because it's against the Geneva Convention for a country to force someone to fight against their own country. Он спрашивает, потому что в соответствии с Женевскими конвенциями это является военным преступлением заставлять кого-либо воевать против своей страны. Нас никто не заставлял, я добровольно пошел на это. Понял. Просто надо вопрос, потому что другой могу сказать. Нет, все рассказ. добровольно, я осознанно принял этот выбор. Понял. Ну и а что будет дальше за Украину? Ну, надеюсь, что самое первое, это поменяется власть на Украине. И все будет. И Хорошо. как это будет? Как поменять? Что надо произошло? Но надо, чтобы, самое главное, чтобы сам народ Украины понял, что власть на Украине уже как, ну, не независимая, а влияние идет с Запада. Понял. Надо, чтобы сам народ осознал и поднялся против власти. Что вы думал, что можем мирные на США и Европа должны знать за эту войну? Они только слышат, Россия агрессор и Россия виновата все. Что западные люди не понимают? Ну, Россия не есть агрессором, это самое первое. Да? Ага. Кто агрессор? Ну, Кто агрессор? ну, агрессор здесь те страны, которые поставляют оружие Украине. И вы слышали, недавно США тормоза оружие на Украину. Это только несколько дней назад они сказали это. Как вы думали за это? Ну, это, Слышали ли о том, что Я- были прекращены поставки американского оружия на Украину? Буквально вчера прошла эта новость. я думаю, это правильный выбор. Уже надо было давно так сделать. Pointo. All right, well, you see the soldiers here that are fighting against the Ukraine government, that used to fight for the Ukraine government. You hear a couple of their opinions on why they're doing it. You see their training. And, you know, we've had several reports on them in the last months and the last days as well. So please share this video to show other people. I mean, you don't get all the information in this video. I don't give you all the information. I don't have all the information. Not one source does. So it's your job to search for more information. But you're not going to see these guys anywhere else. The Western mainstream media is not going to show you this story. I mean, because it goes against their narrative. They're not allowed to show you this story. But I'm showing you something you're not going to get in another place. So please like, share, subscribe, and help me continue my work by donating with the link on the screen, in the description, or in the pinned comments. I'm supported by you, my viewers. So let's do it together. Share this video. We got a lot more to come. Now I'm going closer to the front line. I'm going to be going face to face with the battle.